За одну неделю турецкий шоу-бизнес показал то, о чем обычно предпочитают молчать. Звезда, внешний вид которой напугал даже самых преданных фанатов. Задержание актрис, о которых никто не ожидал услышать в таких новостях. Сериалы, которые начали терять зрителей быстрее, чем создатели успевают оправдываться. Кто-то молчит, когда за него говорят другие. Кто-то оказался в центре проверок, где репутация может рухнуть за один день. А кто-то столкнулся с личным испытанием, которое страшнее любых рейтингов. Сегодняшнее видео – это дайджест самых обсуждаемых новостей из официальных источников, без прикрас и без розовых очков. Здесь факты, реакции и мое личное мнение о том, что на самом деле происходит за красивой картинкой Турдизи. И досмотрите до конца. Потому что самая неожиданная и эмоциональная история появится тогда, когда вы меньше всего будете ее ждать. Имя Ханде Эрчел давно ассоциируется с красотой, стилем и уверенностью. Каждый ее выход, будь то красная дорожка, рекламная кампания или глянцевая съемка, обычно вызывает волну восхищения. Именно поэтому новые кадры с обложки Vogue, опубликованные самой Ханде Эрчел в соцсетях, сначала воспринимались как очередное доказательство ее статуса и влияния в индустрии. Но очень быстро тон обсуждения изменился. Вместо разговоров о концепции съемки и образах пользователи начали всматриваться в саму актрису. Поклонников Ханде Эрчел насторожила ее сильная худоба, неестественно бледный цвет кожи, общая хрупкость, которой раньше не было. Комментарии становились все тревожнее. Люди писали, что актриса выглядит уставшей, болезненной, будто бы изможденной. Особенно усилило напряжение то, что Ханде Эрчел, как это часто бывает, никак не отреагировала на волну обсуждений. Она не стала объяснять, оправдываться или что-то опровергать. И именно это молчание породило десятки догадок, от предположений о проблемах со здоровьем до обвинений в чрезмерном стремлении к идеалу. Часть фанатов встала на защиту актрисы, напоминая, что съемка могла быть стилизованной, а образ – художественно преувеличенным. Точку в этом напряженном обсуждении попыталась поставить сестра Ханде Эрчел Гамзи, заявив, что с актрисой все в порядке, она счастлива и недавно провела отпуск в кругу семьи. Эти слова немного снизили градус тревоги, но полностью его не сняли. История Ханде Эрчел в очередной раз показала, насколько пристально зрители следят за внешностью звезд и как быстро восхищение может смениться беспокойством. И пока публика продолжала обсуждать состояние актрисы, турецкий шоу-бизнес столкнулся с новостями, которые оказались куда жестче и холоднее, чем любые разговоры о внешнем виде. Едва обсуждение вокруг Ханде Эрчел начало утихать, информационное поле взорвалось новыми заголовками. На этот раз речь шла уже не о внешности и не о догадках, а о прямом вмешательстве правоохранительных органов в жизнь знаменитостей. Турецкий шоу-бизнес оказался в центре масштабной проверки, и в списке фигурировали хорошо знакомые зрителям имена. Среди задержанных оказались актрисы, известные по сериалам «Постучись в мою дверь» и «Великолепный век». Эзги Эюбоглу была доставлена на допрос прямо из собственного дома. После нескольких часов ожидания актрису отпустили, но только после сдачи необходимых анализов. Сама Эзги Эюбоглу категорически отвергла все подозрения, однако сам факт произошедшего стал серьезным ударом по репутационному спокойствию. История Мелиссы Дёнгель развивалась еще напряженнее. Актрису не удалось застать дома, после чего она была объявлена в розыск. Вернувшись в страну, Мелисса Дёнгель добровольно пришла в полицейский участок, но даже это не избавило ее от задержания и процедуры проверки. Как и Эзги Эюбоглу, она отрицала любые обвинения, однако общественное внимание к ее имени лишь усилилось. Дополнительное волнение вызвала новость о задержании Умута Эвергена, супруга актрисы Алины Босс. Его появление в сводках стало для многих неожиданным и лишь укрепило ощущение, что происходящее затрагивает все больше представителей индустрии. Все участники событий после допросов были отпущены, но неопределенность осталась. Подобные новости резко меняют восприятие привычного экранного мира. Актеры, которых зрители привыкли видеть в романтических или исторических образах, внезапно оказываются героями совсем других сюжетов.
И на фоне этой напряженности аудитория все отчетливее начинает искать точку опоры, проекты, которые обещают отвлечь, новые истории и премьеры, способные вернуть ощущение стабильности. И именно в этот момент внимание постепенно смещается к сериалам, которые только готовятся выйти в эфир и уже сейчас вызывают бурные споры и ожидания. На фоне тревожных новостей и громких задержаний зрители словно инстинктивно начинают искать точку опоры, что-то заранее известное, обещающее эмоции, но без неприятных сюрпризов. И такой опорой становится новость о премьере нового проекта с Афрой Сарачиглу. Имя актрисы уже само по себе работает как магнит. После успеха в крупных сериалах к каждому ее шагу приковано повышенное внимание. Дата выхода сериала «Семья. Это испытание» становится отдельным поводом для обсуждений. Первый день Нового года – момент, когда эфир обычно пустеет, а зрители особенно внимательно выбирают, что смотреть. Именно в этот день на экране появится Афра Сарачиглу и Кенан Имирзала Оглу – дуэт, который еще до премьеры вызвал жаркие споры. С одной стороны, ожидание сильной драмы, серьезной истории и масштабного проекта. С другой – сомнения. Разница в возрасте между Афрой Сарачиглу и Кенаном Имирзала Оглу стала одной из самых обсуждаемых тем после выхода тизера. Пользователи сети делятся на два лагеря. Одни уверены, что именно этот контраст добавит проекту глубины, другие иронично называют актеров скорее родственниками, чем экранной парой. Интригу подогревают и первые фрагменты сериала. Динамика, напряженные сцены, семейные конфликты, ощущение опасности – все это настраивает на серьезный тон. Зрители тут же проводят параллели с другими известными проектами, строят теории и заранее спорят о том, станет ли этот сериал громким хитом или риск окажется слишком большим. Для Афры Сарачиглу этот проект – важный этап. После завершения предыдущей роли ожидания от нее особенно высоки, и каждая новая работа рассматривается под микроскопом. А для Кенана Имирзала Оглу это очередная возможность напомнить о своем статусе актера, которому доверяют сложные и неоднозначные образы. Пока одни спорят о химии между героями, другие просто ждут премьеру, надеясь, что сериал позволит отвлечься от тревожных новостей. Но реальность шоу-бизнеса такова, что испытания нередко выходят за пределы экрана. И совсем скоро внимание публики переключается с вымышленных драм на настоящие, происходящие в жизни актеров, где ставки оказываются куда выше, чем рейтинги и отзывы. Пока зрители обсуждают вымышленные семейные конфликты и экранные испытания, в реальной жизни одного из популярных актеров напряжение становится предельно настоящим. Имя Озана Акбабы в эти дни звучит уже не только в контексте сериала «Далекий город», а совсем по другой, куда более личной причине. За кадром у актера начинается период, к которому невозможно подготовиться заранее. Его супруга Букет Акбаба готовится к операции на сердце, и это слово «операция» мгновенно меняет все. Графики, съемочные планы, рейтинги и дедлайны уходят на второй план. Остается только тревога и ожидание. Для поклонников Озана Акбабы эта новость становится шоком. В сериале его герой проживает светлую полосу, а в реальности актер вынужден взять паузу в работе, чтобы быть рядом с женой. Именно этим многие объясняют неожиданное отсутствие фрагмента к следующей серии. Съемки просто не успели завершить из-за семейных обстоятельств главной звезды проекта. История семьи Акбабы давно вызывает уважение у фанатов. Озан Акбаба не раз говорил в интервью, что жена и сын – его главная опора, и теперь эти слова приобретают особый вес. Семья даже временно переехала в Мардин, чтобы актер мог проводить больше времени с близкими во время съемок. На фоне тревожных слухов появляются и домыслы, но сам Озан Акбаба остается верен себе. Никаких громких заявлений, никаких комментариев на показ. Только действия. Он рядом, и для многих это становится напоминанием о том, что за экранными образами стоят живые люди, для которых настоящие испытания не имеют ничего общего с сериалами. Пока зрители гадают, повлияет ли ситуация на дальнейший график выхода серий, в информационном поле постепенно появляется другая эмоция, более теплая, светлая и даже праздничная. Потому что в мире турецкого шоу-бизнеса, несмотря на тревоги и неопределенность, всегда находится место для поводов вспомнить о любимых актерах с улыбкой. После тревожных новостей особенно остро ощущается потребность в чем-то теплом и объединяющем.
Таким моментом становится недавний день рождения Бурак Озчивит, он прошел 24 декабря и уже успел оставить после себя длинный шлейф поздравлений, воспоминаний и благодарности. В день выхода этого видео праздник уже позади, но ощущение внимания к актеру никуда не исчезло. Имя Бурака Озчивита давно перестало быть просто именем популярного артиста. Для зрителей он – целая эпоха. Роли, которые пересматривают снова и снова, сцены, которые знают наизусть, образы, ставшие частью телевизионной истории. Его экранная харизма работает безотказно, от романтической мягкости до внутренней силы, которая чувствуется даже в тишине кадра. В эти дни интерес к Бураку Озчивиту подогревает не только ностальгия по любимым сериалам, но и ожидание нового этапа театральной премьеры. Моноспектакль становится для актера особым вызовом, форматом, где невозможно спрятаться за монтажом или партнерами по сцене. Здесь все внимание приковано к одному человеку, и именно это делает ожидание еще сильнее. Поклонники словно подводят личный итог, благодарят за прошлые роли, желают здоровья и вдохновения, и в то же время смотрят вперед, туда, где Бурак Озчивит снова попробует удивить. Этот момент уважения и признания звучит особенно контрастно на фоне недавних тревожных новостей, будто напоминая, что в индустрии все еще есть фигуры, объединяющие зрителей без скандалов и сомнений. Но пока одни принимают поздравления и готовятся к новым творческим шагам, другие продолжают жить в бешеном рабочем ритме, практически не делая пауз. И уже совсем скоро внимание переключается на актрису, которая прямо сейчас находится в центре съемочного процесса и снова подтверждает свой статус одной из самых востребованных. Пока одни подводят итоги и принимают поздравления, Димет Оздемир продолжает жить в режиме «здесь и сейчас». Без пауз, без громких заявлений, без лишнего шума. В тот самый день, когда навозная лента пестрит тревогами и обсуждениями, появляется короткое, но показательное сообщение: Димет снова на съемочной площадке. Для Димета Оздемир это уже не первый рекламный проект с мебельным брендом Конформобиля, она является его лицом, и съемки второго ролика лишь подтверждают уровень доверия и стабильности, которого добиваются далеко не все. Камеры, свет, десятки людей вокруг и привычная рабочая концентрация. Все выглядит спокойно и уверенно, словно напоминание о том, что в этом хаотичном мире есть актеры, чья карьера движется ровно и без резких скачков. Имя Димет Оздемир давно ассоциируется с трудолюбием и дисциплиной. Она редко становится героиней скандалов, но почти всегда оказывается в центре крупных проектов, сериалов, рекламных кампаний, общественного внимания. И именно поэтому такие, на первый взгляд, будничные новости воспринимаются как маркер. Несмотря на общую нервозность в индустрии, она продолжает работать, укрепляя позиции шаг за шагом. Этот контраст особенно заметен на фоне предыдущих историй. Там неопределенность, тревога, ожидание. Здесь четкий график, съемочный день и ощущение контроля над происходящим. Но даже стабильность в турецком шоу-бизнесе не всегда означает гарантированный успех. Потому что вслед за новостями о работе и рекламных контрактах появляется еще один тревожный сигнал, уже не про личную жизнь, а про судьбу целого проекта, за которым внимательно следят зрители. На фоне уверенной рабочей рутины одних проектов становится особенно заметно, когда у других начинаются сложности. Именно так в обсуждениях все чаще всплывает название сериала «Мечта Эшрефа». Без громких заявлений и резких новостей, почти между строк, появляется информация, которая для индустрии значит очень многое. На этой неделе рейтинги проекта начали снижаться. Для зрителя это может звучать сухо, но внутри телевизионного мира такие цифры всегда вызывают напряжение. Рейтинги – это не просто статистика, а показатель доверия аудитории, интереса и будущих решений. Когда они идут вниз, даже на короткой дистанции, это сразу запускает цепочку вопросов: достаточно ли сильна история, удерживает ли она внимание, не устала ли публика. Создатели сериала «Мечта Эшрефа» пока не комментируют ситуацию, но обсуждения в сети становятся все активнее. Кто-то говорит о неудачном темпе повествования, кто-то о конкуренции с другими проектами, а кто-то призывает дать сериалу время. В такие моменты особенно ясно видно, насколько хрупким может быть успех. Еще недавно проект обсуждали с интересом, а сегодня его будущее уже вызывает сомнения. Для актеров, задействованных в сериале, это всегда период внутреннего напряжения.
потому что даже при полной отдаче результат не всегда зависит только от них. И пока зрители спорят о причинах спада, в информационном поле неожиданно появляется история совсем другого характера, тихая, личная, но именно поэтому цепляющая сильнее любых рейтинговых таблиц. И в этом контрасте, между цифрами и чувствами, внимание естественным образом смещается к словам, которые звучат искренне и без расчета на эффект. После недельной череды тревожных заголовков, цифр, ожиданий и напряженных пауз в новостной ленте вдруг появляется история, которая звучит иначе, тише, искреннее и потому сильнее. Селин Якджаглу делится личными словами о тоске по любимому человеку, и в этих нескольких строках неожиданно собирается все то, чего так не хватало на фоне громких инфоповодов. Селин пишет о днях, которые тянутся бесконечно, о переписке каждую минуту и о чувстве, будто они снова школьные влюбленные. Это не рассчитано на эффект и не выглядит как продуманный жест для публики. Напротив, признание кажется слишком живым, слишком настоящим, чтобы быть частью стратегии. Именно поэтому оно так цепляет. Речь идет о Керем Бюрсин. Их отношения давно привлекают внимание, но при этом остаются удивительно сдержанными. Без громких заявлений, без демонстративных выходов, без желания постоянно доказывать что-то публике. Вместо этого редкие совместные появления, намеки, паузы и ощущение личного пространства, которые они стараются сохранить. В словах Селин особенно чувствуется ожидание встречи. Не драматичное, не показное, а теплое и немного наивное, то самое, которое знакомо каждому, кто хоть раз считал дни до встречи с близким человеком. Это ожидание не про статус и не про публичность, а про внутреннее чувство, когда даже время словно начинает идти медленнее. На фоне обсуждений внешности актрис, жестких проверок, падения рейтингов и тревог за здоровье близких эта история звучит как эмоциональное выравнивание. Она возвращает фокус с индустрии на человека. С экранов в реальность. С шума в тишину. И, возможно, именно поэтому эта новость появляется в самом конце, будто без слов напоминая: за всеми ролями, проектами и цифрами все равно остается главное – чувство, которые не нуждаются ни в оправданиях, ни в подтверждениях. Если вам было интересно пройти эту насыщенную неделю вместе с нами, поддержите видео лайком, так вы поможете каналу расти и выходить чаще. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропускать самые обсуждаемые новости, искренние истории и все самое интересное из мира турецких сериалов. И обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Нам важно знать, какая история зацепила вас больше всего. Спасибо, что были с нами до самого конца. До скорой встречи на канале «Любовь и мечты».